Всем привет! Продолжая свой рассказ, я хочу начать еще с одной очень необходимой детали. Речь идет о виде транспорта, которым вы собираетесь добираться до цели своего назначения. Заметьте, я пока еще вплотную не подошел непосредственно к самой поездке, к самому действию, так сказать. Все, о чем говорилось ранее, вы должны понимать еще на первой стадии ваших будущих приключений. Итак, почему самолет? Почему самолет, а не другой вид транспорта? Ведь многие боятся летать на самолетах. Почему же не поезд, например? Все дело в так называемом Дублине. Дублинское соглашение – это документ, регламентирующий отношения между странами Евросоюза в процессе предоставления убежища. Смысл этого соглашения заключается в том, что только одно государство ответственно за рассмотрение вашего дела об убежище. Какая это будет страна, определяется из следующих критериев. Первое. Страна, выдавшая вам визу, а в случае нелегального въезда это будет первая страна, границу которой вы пересекли. А если нет возможности это установить, то это будет страна, где вы попросили убежище. Второе. Страна, где вы ранее просили убежище. Третье. Наличие родственников или детей на территории одной из стран Дублинского соглашения, получивших статус беженца. Если у вас имеются родственники или несовершеннолетние дети на территории одной из стран Дублинского соглашения, получивших статус беженца, именно эта страна и будет рассматривать ваше прошение. Но эта часть совсем непростой вопрос и часто судами Австрии совсем не учитывается. В случае безвизового въезда ответственной является первая страна, границу которой вы пересекли и имели реальную возможность обратиться к властям этой страны. Это не считается, если вы транзит менее чем 24 часа. Итак, подведем промежуточный итог. Ваше путешествие должно иметь всего две точки – начальную и конечную. Конечная – это страна, в которой вы собираетесь подать заявку на беженство. Если вы ехали на машине или другом виде транспорта, или вообще шли пешком, как многие беженцы из Афганистана, Пакистана, Сомали и так далее, пересекая другие страны, иммиграционному офицеру просто покажется, что вы имели реальную возможность сдаться в какой-либо из пересекаемых вами стран, а ему это обязательно покажется, так как они не заинтересованы принимать беженцев. Он обязательно попытается передернуть всю информацию, поступившую от вас, так, чтобы впаять вам Дублин и перепихнуть дело и ответственность за его рассмотрение на другую страну. Я вас плавно пододвигаю к реалиям жизни. Если вы будете надеяться, что все будет по закону, и вы и офицер будете находиться в правовом поле, то вы глубоко заблуждаетесь. Но обо всем по порядку. Я надеюсь, вы понимаете, почему поездка, например, через Польшу в Германию и дальше не будет иметь смысла. Вас просто под любым предлогом попытаются перепихнуть в Польшу. Очень много беженцев сидят и ждут решения еще вот на этой самой первой стадии. Так как выяснение, кто за что будет отвечать и на кого перепихнуть ваше дело, и принятие окончательного решения занимает от 1 часа до 6 месяцев. Все это время вы считаетесь не вошедшим в процедуру рассмотрения заявки на беженство, и вы будете подвешены между небом и землей. Вас, скорее всего, определят на этот период в какой-нибудь депортационный лагерь с довольно жуткими условиями проживания, большими похожими на тюрьму. А после либо примут в процедуру, либо депортируют, что, кстати, происходит не сразу и не быстро, при условии, что у вас будет уже не действительно обратный билет. И вы вкусите на себе все прелести жизни, начиная от вшей, которые могут прибежать к вам от ваших новых соседей, откуда-нибудь с Нигерии. Но правда не все там такие. Есть и хорошие люди из разных стран, такие же, как и вы, и заканчивая просто очень плохими условиями быта и пропитания. И вы будете долго удивляться, точно ли вы приехали в высокоразвитую страну и как так-то. Либо вас депортируют в ту страну, в которой они смогут вас перепихнуть по Дублину. Причем, заметьте, все возможно, и скорее всего все будет происходить не в правовом поле. Но вас никто слушать не будет, будь вы хоть 100 раз правы. Если есть хоть какая-нибудь малейшая возможность для офицера двузначной трактовки, все будет извернуто не в вашу пользу. Всем ответственным лицам абсолютно без разницы, кто вы такой, очередной гастарбайтер
Единственное, что спасает в ситуации с Дублином, это изначально правильные ваши действия, а именно использовать самолет, который по возможности взлетает из точки А и приземляется в точке Б. Этот вариант является наиболее быстрым и приемлемым, и исключающим для миграционного офицера возможность какой-либо двузначной трактовки вашего попадания на территорию его страны. И это может помочь вам сэкономить до 6 месяцев вашей драгоценной жизни, которая могла быть потрачена впустую только на ожидание. А туристическая виза обеспечивает вам легальный въезд. Что значит не в правовом поле? Все это звучит вроде просто и очевидно, но вы просто не представляете, какое огромное количество беженцев буксует на этом этапе. Просто потому, что неправильно въехали в эту страну. Конечно, вы посмотрели кучу инфы в интернете, наверняка посоветовались с адвокатами, посмотрели мои ролики во всеоружии. Вы знаете, что говорит на первом интервью с полицейскими, отвечающими за прием беженцев. Но вы утыкаетесь в то, что вы-то сказали все правильно, а переведено все то, что вы сказали переводчиком, иначе. Он ведь тоже человек, и, кстати, в 90% случаев не русский, а из одной из азиатских стран и плохо знающий ваш родной язык. Он, возможно, неправильно вас понял и перевел так, как он понял. А еще бывает так, что понял-то он вас правильно, а перевел неправильно. Он на интервью сидит не на вашей стороне. А может и перевел офицеру правильно, а офицер записал все в протокол так, как ему этого хочется, чтобы упростить задачу следующим службам по избавлению от вас. После того, как пройдет первое интервью, вам, конечно, прочитают его перевод, но он может быть неверным и сильно искажающим ваши слова. А протокол составляется на немецком языке, и кто знает, что там написано в реале. А здесь важна каждая запятая, и я впоследствии расскажу вам почему. Вы просто после устного перевода должны будете подписать этот протокол, и от него начнется пляска дальше. Вы понимаете, сколько возможностей есть у офицеров выйти из правового поля, но все делая по закону. И это еще цветочки, но об этом я буду рассказывать далее, когда буду описывать допрос в аэропорту. Как итог, хочется отметить, что хорошее знание языка страны, в которую вы бежите, является не залогом успеха, конечно, но значительно упрощает жизнь и позволяет контролировать процесс. И вот мы плавно подошли к еще одному огромному пункту во всей этой истории, который тоже вроде является очевидным, но будет во многом являться камнем преткновения для вас. Это знание языка страны, в которую вы бежите. Применимо к Австрии это немецкий язык. Да, конечно, вы же бежите, почему вы должны знать язык? Все верно, но без знания языка любое ваше действие по обживанию этой новой страны превращается в откровенный геморрой. В Австрии, в частности, очень многие, кроме своего родного немецкого языка, знают и английский. В относительно крупных городах со знанием английского языка ваши проблемы частично поубавятся, но не исчезнут. Местные, и не всегда местные, во многих организациях предпочитают говорить только на немецком языке, и вы можете столкнуться с непониманием. Это, конечно, все преодолимо, так как язык жестов и мимику на лице никто не отменял. Да и Google переводчик тоже сильно помогает. Но если вы хотите полагаться только на эти способы, а я бы сказал костыли коммуникации, то вы очень сильно ошибаетесь. И раз уж мы упомянули Google переводчик в нашем рассказе, то подразумевается, что у вас на ваших мобильных устройствах присутствует и интернет. Без интернета тут никуда. По Google картам вы сможете найти и прийти к тем точкам и пунктам, в которых вы должны оказаться. Так что активнее его используйте, но есть одно но, о котором я вам расскажу в следующем ролике. Конечно, на первых порах вы приедете, видимо, с интернетом от российских операторов. Или что-нибудь а-ля международное, которое будет действовать в пределах Евросоюза, а родную прописку иметь где-нибудь в Греции. На момент нашего приезда в Австрию у нас были обычные симки Теле2. Ничего другого я купить не успел. Да и посмотрев по-быстрому на сайтах в России, предлагающих симки, которые будут работать не роумингом на территории Евросоюза, я был неприятно удивлен ценой и поехал с тем, что у меня было. Когда нас встретил водитель автомобиля, который встречает в аэропорту, и ему турагентством оплачен трансфер, то есть перевозку из аэропорта в отель, я его спросил о том, как можно купить тут местную симку с интернетом. На мое удивление, на момент моего приезда в Австрию купить местную симку можно было практически на каждом углу или заправке. Причем такой регистрации, как в России, по паспорту тут еще не было.
В 2019 году в Австрии вышел новый закон, обязывающий операторов сотовой связи регистрировать симки с обязательным предоставлением документов. В нашем случае это загранпаспорт. Так что пока у вас его не забрала иммиграционная полиция, советую озаботиться этим вопросом сразу же по приезду. Так или иначе, заехав в какой-то ближайший азиатский магазинчик, которых тут очень много, и он находился по пути в отель, мы у двух каких-то бородатых мужиков, позиционирующих себя в качестве продавцов в этом магазине, за 10 евро приобрели сим-карту, которую они мне тут же и активировали, чтобы я не парился. И в отель я приехал уже с местным интернетом. Сим-карта была компании Yeti. Там было что-то около 1000 минут разговора, сколько-то там смс и 10 гигабайт интернета. Круть, на первых порах мне хватило. Почему Yeti? Да это просто один из самых дешевых операторов в Австрии. Вам в конечном итоге понадобятся две сим-карты. Первая, как я указал выше, где-нибудь на 10 гигабайт и 1000 минут разговора. И вы получаете местный номер, на который вам будут звонить все их службы и так далее. Вам обязательно нужен местный номер. И вторая симка – это безлимитный интернет. Дело в том, что на тарифе безлимитки у вас будет только интернет, но не будет местного номера, который вам так нужен, на который вам будут звонить и с вами связываться. Со всеми местными службами сообщение будет идти по телефону, а не по WhatsApp или Viber. Кстати, именно WhatsApp здесь очень популярен. Хорошо, если у вас двухсимочный телефон, но, честно говоря, учитывая, что у меня был еще и ноутбук, и при пользовании интернетом я создавал Wi-Fi точку, и все вроде было бы в норме, но мобильник в этом режиме чертовски быстро садился, несмотря на то, что я держал его на зарядке от розетки или вообще на быстрой зарядке павербанка. Я вам советую сразу приобрести какой-нибудь мобильный Wi-Fi роутер, и он решит все ваши проблемы. Я купил себе вот такой. В мобильнике у вас немного интернета, на карты, WhatsApp и прочее, и самое главное местный телефон, а в роутере безлимитный интернет. Кстати, скорость тут вполне приличная, и игры по 50 гигов скачиваются через такой мобильный интернет на ура. Но вот Yeti почему-то берет нормально не во всех районах Вены. Иногда сетка либо пропадала вообще, либо скорость падала до минимума в самый неподходящий момент. И бегаешь потом как дурак и ищешь, где ловит. Впоследствии я перепрыгнул на оператора Hot, и все проблемы исчезли. И все это примерно за те же деньги. Ссылку на сайт мобильных операторов я дам в описании. Другие операторы в Австрии просто намного дороже, и поэтому, посмотрев прайсы, я их больше не рассматривал. В Австрии очень сильно распространены продуктовые магазины Hofer. Так вот, этот оператор Hot принадлежит им же, и симки, и оплату по ним, и сделать регистрацию вы можете прямо в магазине. Кстати, и мобильный роутер, который вам нужен, если у вас его еще нет, можно тоже приобрести в этих магазинах. Вообще эти роутеры ищите в продуктовых магазинах, не обязательно в Хофере. Они есть и в Пенни-маркете, и в Лидле мне попадались. Я бегал кучу всевозможных магазинчиков, торгующих мобильниками, заходил в специализированные магазины, а также в Медиамаркт, но не нашел этих роутеров там. А потом выяснилось, что они практически всегда лежат в продуктовых магазинах, как правило на кассах или стендиках рядом с кассами. Этих магазинов, я имею в виду сейчас Хофер, очень много, и с оплатой у вас не возникнет проблем. Можно также платить и безналично банковской картой. Покупается симка на кассе в магазине, стоимость около 3 евро, и это будет базовый тариф, запомните это. Тут же дополнительно докупите на этой же кассе еще и оплату на 10 или 20 евро. Вы их не спутаете, синие карты с оранжевой полоской и надписью «Ход». Около кассы стоят стенды с картами оплаты телефона и интернета, ну и так далее. Есть и другие способы оплаты, но оплачивается не как в России. Терминалов оплаты здесь нет, оплачивается на кассе. Как я уже сказал, с помощью карт оплаты в 10 и 20 евро. То есть вы даете карту с нужным вам номиналом кассиру, и она взамен, после оплаты, конечно, дает вам чек с 10-значным кодом, на котором кроме кода написано, как его активировать, чтобы эти деньги перевелись вам на счет телефона. Да, и еще вы должны сказать кассиру или как-то дать понять, что вы хотите ее зарегистрировать. Сим-карту имеется в виду. Скажите ему просто «Ich will регистрирован». Она нажмет на кнопочку, и к вам подойдет отдельный человек, который попросит у вас документ, при вас его сфотографирует, сам заполнит короткий формуляр, и все. На этом регистрация закончена. Сразу оговорюсь, что Hot регистрирует бесплатно в своих магазинах.
Если это будет другой оператор, и вы пойдете в салон сотовой связи, чтобы зарегистрировать сим-карту, то с вас попросят 10 евро за регистрацию. Но мы отвлеклись. После покупки и регистрации сим-карты приходите домой или куда вас там занесло в этот момент, заходите на сайт HOT, выбираете тариф. Так как я уже говорил, тариф на сим-карте базовый. И выбираете тариф, который вам нужен, и активируете его. К сожалению, активация безлимитного интернета возможна только через звонок оператору. Тут я вам уже не помогу. Вам придется как-то объяснять, что вам нужно. Но есть плюс, что операторы, как правило, говорят и на английском языке. Не забудьте сначала закинуть деньги на симку, уж потом выбирайте тариф или звоните оператору, иначе не заработает. На этом я заканчиваю это видео. Продолжение рассказа смотрите в следующих роликах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду очень рад. Всем пока!